Слушай, ну я там лидером дал, вообще жестко давай, там идеальный вообще проезд. Ну все, братик, готовься, сейчас я тебе в дверь точно напихаю люто. Ну, видимо, не напихаю. Видно, не судьба, видно, не судьба. Еще разок, пожалуйста. Все, чувак, перезахожу в игру, сейчас я тебя точно напихивать буду. Все, захожу. Ну, видимо, в другой раз. Да, друзья, это то, чего вы так долго ждали. Carex Technologies. Наконец, в течение этих 2 месяцев решили очень сильно попотеть и поработать, чтобы мы с вами почувствовали это и смогли играть спокойно, без нервов и не бомбить по этой теме. Разрабы завезли нам. Чувствуете, да? Это слово, которое начинается на О и выглядит почти как оптимизация, но это не она. Это онлайн в игре. Короче говоря, теперь мы с вами можем лицезреть новое обновление в Carex Drift Racing 2, которое просто порвет на самом деле ваши штаны. Твою мать, за 40 гривен штаны, Так как здесь вас будут ждать супер крутой контент, а именно обновление под номером 1.16.0 принесло нам супер крутые плюшки, о котором мы вместе с вами просили разрабов вот в этих моих роликах. Начинаем с глобальных. Багафикс, оптимизация и, конечно же, оно самое. Локализация на арабский язык. Ты что, дурак, что ли? Ладно, все, простите. А теперь самое интересное. Онлайн. Прикиньте, в мобильном Карексе теперь вы можете играть в открытые сессии вместе со своими друзьями, соратниками по парте или же сокамерниками. Carex Technologies трудились очень долго над этим, и мы можем лицезреть это. Открытые сессии в игре, благодаря которым вы теперь можете с большим интересом играть в игру, показывать другим игрокам, насколько круто вы можете ездить, сможете там общаться, находить друзей, ну и, конечно же, убивать свой телефон, так как это жрет много ресурсов вашей мобилы. В меню игры у нас теперь появилась еще одна кнопочка онлайн-режим, зайдя в который на выбор нам даются конфиги. Сразу же в глаза бросаются кнопки «Создать премиум» и «Проехать за бензин». Создавать комнаты смогут только игроки с премиумом, а подключаться и играть в онлайн те, кто нафармил себе бензина. Разработчики решили сделать бензин как пропуск по времени в онлайн-комнату, то есть чем больше бензина, тем дольше вы сможете кататься. Слева видно кнопку ID, по которому вы сможете подключаться в комнату к игроку, создавшему ее. Онлайн в Carex Drift Racing 2 получился абсолютно таким же, как в онлайн-версии игры. Это если чё про рассинхрон. И то, как вы будете пилить дверь своим оппонентам, не касаясь их. Вот очень близко, прям максимально можешь. Ага. И заблочил я тебе перекладку, да? Да. А у себя я ничего не Вот блочил. прям хорошо сейчас едешь. Заблочил я тебе, да? Да. А вообще, конечно, покатавшись там, у вас 99% будут переполнять супер эмоции, от которых вы получите огонек в глазах. Будет на что вздрочнуть. Я тоже такой думал, да чё ёпт, онлайн как онлайн, уже играл на компе, ничего необычного. Но когда я зашел покататься в него на телефоне, конечно, у меня потекли слюни сразу же, и было чувство радости и какого-то счастья, что ли, потому что это реально круто и вызывает прям мега огромные эмоции. Пусть это не совсем до конца допилено в плане синхронизации, но все же, я прям вот вам зуб даю. я буду гангстером. Кстати, я думал, тут разрабы обосрутся и забудут сделать замену шин, так как они у нас будут стираться. Но нет, тут нас разрабы порадовали, они это не забыли. Очень прикольно и лампово можно будет проводить вечера теперь в Карексе с другими людьми в онлайн режиме. Разрабы тут опять постарались. От меня чмок. 2 новые тачки, Топ Е8 и Мира, которые вы сможете приобрести в магазине и настроить на свой вкус, чтобы они рвали и метали в парном дрифте. А ведь теперь это будет намного интереснее делать, так как нас ждут там новые конфиги и трассы. Мандела, Парк и Атрон начинают потихоньку расширяться для парного дрифта. Теперь здесь есть вот такие вот конфиги, на которых вы будете кайфовать, несясь в стены на новых тачках, либо же пилить дверь своим соперникам, так как конфиги реально достаточно интересные и прикольные. Оба конфига порадовали меня очень сильно, респект зоной, а именно разрабы наконец, о боже, ура, добавили шикану, чтобы преследователь не отставал от лидера. Это прям огромный плюс в копилку к разрабам, прям вот чмок в пупок от меня. А трон получился очень длинным и прикольным, где можно будет проверить скорость вашей тачки и поучиться подъезжать в дверь на длинных другах. Трасса длинная и не особо сложная, как по мне.
Мандела Парк приветствует нас быстрым разгоном с горки, где идет участок набора скорости, после чего под финиш нам придется ее правильно сбросить без корректировок, чтобы не потерять баллы. Мандела Парк очень мне понравился, он супер красивый и, как по мне, требователен к скиллу, так как резкие перепады в скорости научат вас чувствовать физику в игре. Оба конфига получились замечательными, как по мне, сделали наконец шикану, и на них прям реально кайфово было прокатнуться впервые, так как конфигов в парном дрифте, не было уж прям вообще давно. Разрабы, тут реально молодцы, прям еще один чмок в пупок от меня. Настраивать машину под эти вот конфиги будет теперь еще интересней, так как в Диностенде теперь можно будет выбирать трассу для теста, а тестить вам скорее всего там придется Spectre RS и Wanderlei 30, так как эти тачки обзавелись новыми бодикитами. А как мы помним, эти все бодикиты влияют на физику в игре. На S15 у нас, как по мне, какой-то майнкрафтовский обвес, просто квадратный, лютый и некрасивый вообще. Единственное, что тут прикольное, это фары, но они реально красивые, остальное, как по мне, бяка. На Супру тоже какой-то не очень, так как здесь машина становится каким-то шаттлом для космоса. Суть по передку. Вроде ни Тесла и ни Илон Маск брался за эту обнову. хз, спор на обвес, мне не очень зашел. Кстати, изменили и цены на тачки там. Теперь слив в пятнах Spectre RS будет стоить вот столько. Сколько? Иди ты на, дружок, Я бомбил по поводу того, что пауза во время отсчета не ставится. Вуаля! Моментально, господа товарищи. Теперь, когда вы ждете отсчет, вы легко можете кликнуть на паузу и поменять, к примеру, какие-то настройки в игре. Вдруг у вас не получается играть, и вы, как идиот, бежите сразу менять чувствительность. Я думаю, кто играет в КС и меняет прицелы каждый раунд, меня поймут. И, кстати, еще один чмок в пупок от меня разрабам. Анимешники и просто любители стиля будут просто сидеть с открытым ртом, так как девочек в нашей коллекции стало еще больше. Не таких. Нормальных. Если серьезно, то реально очень красивые винилы нас ждут в магазине, лепя которые просто приятно проводить время в игре. Также модернизировали автозамену шин. Теперь вы можете сами выбирать, на каком проценте износа ваши покрышки будут автоматом меняться. Закупать сделали пачкам, так еще и теперь меняются сами, прикиньте. Нам остается просто задрачивать парные заезды, смотря какую-нибудь школу дрифта, у меня на канале, к примеру, вот сейчас подсказки, которые вылезла, и идти потом нагибать на турниры людей. И да, за вот эту вот автозамену шин, с выбором процентов, я прям вообще ультра сильно благодарен разрабам. Супер полезная штука после шиканы. Еще один чмок к RX. В начале видео я типа пошутил над оптимизацией игры. Да, но на самом-то деле KRX Drift Racing 2, несмотря на онлайн, теперь в натуре стал меньше греть ваш телефон. Проведя время на тесте, в парных заездах, а точнее часы там, я прям заметил, что температура меньше, чем раньше. Поэтому телефон наш не умрет, аккумулятор разряжаться будет медленней, а донатить нам все-таки придется больше, так как изменили цены на машины достаточно так неплохо, господа. Ага, вы держитесь там, ребят, я для вас буду голду разыгрывать, следите, в общем. Кстати, огромное спасибо ребятам с теста и менеджерам KRX, так как именно они помогли мне снять этот видосик. Ребята, вы лучшие, вам тоже чмок. Это было все то, о чем вам надо знать. Конечно, там еще добавили какую-то маленькую оптимизацию, пофиксили баги, что-то там с языками накрутили, навертели, плюс картиночки поменяли в прокачке. Музла, кстати, добавили крутого, но это нам не особо интересно, правда? Нам больше интересно ставить лайки под ролик и писать комменты, ведь обнов-то реально прикольный. А что вы думаете о ней, хотите знать, наверное, больший процент игроков и зрителей. Поэтому, если понравился ролик, жду коммент, подписку и лайкос. Мне будет приятно. Целую, обнимаю. Вы были на канале Catfish Studio. Всем пока-пока. Все, нажимай на красный.